Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и сегодня мы будем говорить про интернет-магазин Розетка. Данную запись я хотел сделать исключительно для того, чтобы рассказать ключевые особенности, за счет чего Розетка достигла серьезных успехов в SEO-продвижении. Именно что ее сделало королем рынка и с каких годов, конечно же, она начала двигаться к успеху. На самом деле записываю это видео уже не первый раз, я хотел записать его с нескольких попыток, но все остальные попытки оказались неудачными. Я подумал, что я сделаю короткую выжимку того, что я нашел, а детально все эти моменты, я думаю, я разберу затем на отдельных вебинарах и видео. Поэтому это видео будет такая сухая выжимка того, что мы узнали из секретов. И секретов действительно много. И многие вещи, на которые мне задают вопросы, здесь Розетка ответила сама, и для этого нужно иметь просто, хорошо такой нацеленный взгляд, глаз и, конечно же, смотреть историю. В первую очередь надо понять, как Розетка начинала свой путь. История Розетки можно просмотреть на таком волшебном сайте Wayback Machine. Первоначально Розетка появилась в 2005 году, потому что этот сайт помнит историю и раньше. И мы видим историю, что появился он в 2005 году. И, конечно же, посмотрим, как выглядел сайт. Цены еще в долларах. Как видим, товары какие-то есть на складе, нет в наличии, ожидаем поставку. Обратите внимание, как раньше подписывались товары. Не пугайтесь, если вы не видите картинки. Картинки Wayback Machine они все знают. Обратите внимание, как в прошлом вообще выглядела форма регистрации, как выглядела корзина. Он даже какой древний был курс доллара, вспомним. Но это 2005 год, и, конечно же, мы посмотрим, как выглядела главная страница. Первый дизайн Розетки был далек от идеала. Студию, которая им делала, если верить подвалу, называлась xtlabs.com. Эта студия делала первую розетку в том виде, как мы ее знаем, с 2005 года по 2010 год. Затем они сменят студию разработки и вообще полностью изменят общий дизайн. Но что самое интересное, первично, изначально Розетка начинала гораздо с малого количества категорий, которые есть. Вы можете посмотреть, их видно непосредственно на экране. Если мы посмотрим, то на самом деле даже не было нормального разделения урлов на ЧПУ, то есть человекопонятных урлов попросту не было. Урлы выглядели довольно странно, как вы видите, про категории индекс HTML. И самое главное, что Розетка, когда создавала свой сайт, не удаляла большинство категорийных страниц. То есть, если я возьму старый URL, вставлю его вот как есть, вот это вот через 3W, обратите внимание, все это было у них, перейду на эту страницу, меня редиректнет на современную версию страницы фотоаппараты. То есть шаг номер 1. Розетка не удаляла свои старые урлы, а помнит все важные редиректы. Поэтому дизайн начинался с того, что Розетка сделала очень большую работу по сохранению старого базиса сайта, который был изначально, не теряя, не снося ничего. То есть все редиректы работают уже со сроком 19 лет, скоро будет 20. Давайте посмотрим еще нюанс, который есть у Розетки, который я бы обратил внимание, как уже опытный SEO-специалист. Во-первых, грамотно выбранный бренд, слоган и логотип. То есть я вижу, как выбран бренд, выбран слоган и логотип. Розетка тогда это было просто понятно розетка, но чаще всего искали розетки, а слово розетка было более такое спокойное, не занято. И выбор бренда розетка был очень удачным. И он не конкурировал с теми словами, то есть какие могли быть в Википедии, например, да, в то время был выбран очень правильный вариант бренда. Легко пишется, легко слышится, трудно ошибиться при написании, да. Выбор бренда очень важен. Вторая фишка, которую делала Розетка и делала прекрасно, это качественное описание товаров. Описание товаров, которое делали они на старте в 2005 году, можно просто сейчас использовать в том виде, как они есть. И именно эти товары описаны максимально качественно. И у них шикарное описание, отлично прописанные характеристики. На то время это было сделано попросту безупречно. То же касается и статей. Статьи, которые писала Розетка, они тоже были очень качественны. Про статьи конкретные я покажу чуть дальше. Я наткнулся на обзор защищенного фотоаппарата Nikon Coolpix S30 в веб-архиве у Розетки, и я обратил внимание полное отсутствие копирайтерского контента. То есть контент был написан словно журналистом, и это бросалось в глаза. Подобранные фотографии, подобранные видео, сделанные грамотные выводы.
То есть даже писалось, кто автор текста, кто подбирал фотографии. То есть видно было, что тексты писались не каким-то копирайтером с горы, а действительно опытными специалистами, которые сделали качественный контент для сайта, который только создавался. На минуточку, ему еще даже нет года. Сайт этот тогда звезд с неба не рвал. По SEO-шке тогда особо нигде не отстреливал. И имел по меркам SEO очень маленький трафик. Но уже тогда был выбран правильный вектор. Бренд, качественное описание товаров, качественное описание статей и, в принципе, работающие ссылки и отсутствие битых ссылок. То есть чистая SEO-шка для небольшого сайта. Мы об этом говорим постоянно на лабораториях, на всем чем угодно. И розетка начинала с малого и делала все правильно, и делала все хорошо. Но в какой-то момент они сбились с пути. 2010 год, собственно, это год, когда розетка меняет свой движок. Она меняет разработчиков на Ovox, компанию, которая разработает им движок. Мы узнавали, сколько он стоит, нам тогда зашмалили цену в $5000. Сейчас можно посмеяться с этой цены, это просто ерунда, а не цена, правда? Но тогда это казалось большой ценой, но на самом деле это было мизер, а не цена, по тому, что они заработают в будущем. Им они сделали прекрасный движок, сделали им переделку дизайна и от бокового меню перешли в вариант вертикального меню. Вы не видите выпадающее меню, а не выпадающее, тогда вы при нажатии вываливалось меню. Я этот сайт помню, потому что за этот период я его застал. Было сделано категории, все странички, и вот здесь мы будем гулять по той категории, скорее всего, которую вы заметите, что стало на первом месте вместо фотоаппаратов. Компьютеры и ноутбуки. Да, произошла смена вектора. То есть, если розетка до этого занималась больше фотоаппаратами, то она становится продавцом компьютеров и ноутбуков. И здесь произошел маленький нюанс. Да, все ссылки, которые мы будем смотреть, они будут живы, но один нюанс. Они создадут впервые ошибку, которую потом исправят в будущем. Суть заключается в том, что я нахожусь сейчас вот в этом URL на странице компьютера и ноутбуки. Этот URL жив до сих пор. Я могу его проверить. И он жив до сих пор, редиректит на страничку компьютера и ноутбуки. Вуаля, да, ничего вроде бы не изменилось. То есть, в целом, вот мы находимся на вот этой же странице. Но если мы зайдем в категорию «Все ноутбуки», страничка изменится вот на вот такую ноутбук-фильтр. И обратите внимание, что это за страничка? Эта страничка является копией той же самой странички ноутбуки. Ну, то есть, если старая страничка ноутбуки выглядела вот так, вот, мы вот ее сейчас выведем. Ноутбук, компьютеры и ноутбуки, мы зайдем вот этот параметр, мы увидим вот эту страничку ноутбуки. Вы скажете, а что это за страничка ноутбуки? Вот это про категории индекс. Что это за такая странная страничка здесь про категории индекс с ноутбуками, да? А вот это что за страничка? Это тоже ноутбуки. С странным тайтлом подбор по параметрам. Тогда впервые розетка запуталась в своем шикарном каталоге и создала каннибалов. Тогда еще не было прописанных нормально каноникалов, и как вы видите, все эти страницы залетали в индекс. В тот период у них SEO-шка была не очень хорошая, они вот этими дублями непонятно черти что вылетало в индекс, постоянно чередовалось, страницы постоянно гуляли. Но Ovox сделал то, что, пусть даже они сделали ошибки, они сделали вещи, которые потом сделают их миллионерами. Миллионерами в прямом смысле слова, даже по трафику. Они создали так называемые странички отдельных брендов. И если мы, допустим, до сих пор сейчас из веб-архива нажмем на них, учтите, скрипты в веб-архиве не работают. Вы не можете в веб-архиве вывести этот скрипт. Вот, мы увидим страничку Dell, да, и вот мы выведем на эту страничку, это будет страничка ноутбуки Dell, которая индексируется, как вы видите, полностью. Но стоит мне нажать, допустим, отдельно еще фильтр Gigabyte, то есть чтобы у нас было и Dell, и Gigabyte, у нас окажется вот такая вот странная страничка, которая будет Dell и Gigabyte. Но она будет называться все равно ноутбуки. С одинаковым тайтлом. Вы скажете, ну окей, ничего в этом хорошего нет. Это все потом розетка починит. И досмотрите видео до конца, я покажу как. Для этого мы прыгнем на 4 года вперед. Перепрыгнем сюда. И посмотрим, что изменилось. Как видите, чуть-чуть изменился дизайн. Появилась надписи, появились соцсети, появился текст. Описание, да, то есть у страниц. Конечно же, мы заходим обратно на ноутбук и обратите внимание, что URL уже изменился, он стал другим. Уже этот про категории исчез. Добавилось ЧПУ. И впервые появляются теги index follow для этих страничек. Теперь мы заходим обратно в эти ноутбуки, которые все равно до сих пор еще будут страшной страничкой фильтр, которая еще пока висит.
Как вы видите, здесь еще пока ничего не индексируется. И вот сейчас мы посмотрим на вот эту страничку фильтр, и что мы увидим? SEOшник закрыл дубли страничек тегом canonical. То есть они навели порядок и увидели, что у них есть странички каннибалы, и позакрывали их тегом canonical. Эту ошибку они исправят буквально, вот эти странички фильтр, они от них избавятся гораздо позже. Но, что самое важное, они займутся починкой вот этого нюанса, когда человек проваливается в какой-то каталог и выбирает какой-то другой вариант фильтра. На сегодняшний день их система революционная, когда мы выбираем один тег, она работает. И она работает прекрасно. Тогда ноутбуки Apple еще не гуглили как MacBook, а именно гуглили как ноутбуки Apple. Да, был тот такой вот суровый период. И вот вы видите, что здесь еще canonical не прописан. Но попробуем выбрать, допустим, Dell снова и увидим, починили они этот момент еще или нет. И вы видите, что, конечно же, они теперь сделали, что H1 в этой страничке стал просто ноутбуки, как будто оба фильтра не выбрано. А эту страничку закрыли полностью тегом noindex nofollow, типа Google. Эта страничка в индексе нам не нужна. Не индексируй эту бестолковую страничку, потому что это люди ее сделали вот таким вот глупым способом. И такие странички в Google не индексировались. То есть они таким образом избавились от глупости, если выбраны разные, то есть одинаковые фильтры в одной категории. А что будет, если выбрать разные фильтры? А при выборе разных фильтров они сделали нюанс, что заголовок страницы H1 обновлялся и добавлялась выбранный дюймаж, например, к бренду и к той категории, в которой я находился. Как это выглядело в метаданных? А в метаданных все было прекрасно. Страничка canonical не прописана, то есть она считается типа, да, эта страничка тоже каноничная. Они в будущем это поправят. А тайтлы были четко прописаны и дескрипшены под конкретный выбранный фильтр, эту комбинацию фильтров. И эти странички начали залетать потихоньку в индекс. И таким образом SEOшка начала работать теперь в их сторону. И 2014 год это тот год, с которого мы уже можем начинать примерно отсчет розетки ее результатов роста, потому что у нас к этому времени появляется Ahrefs. Точнее, он появляется с июня 2015 года. И мы делаем первый замер, органический трафик стоимостью $239 и суммарный органический трафик 4000 пользователей в месяц. Именно этот период ознаменуется того, что мы начинаем уже видеть результаты SEOшки розетки. Но напоминаю, к этому времени они сделали многое. Повторюсь еще раз, создали бренд, выбрали правильный домен под этот бренд, который не является каким-то содержащим лишние слова. Они сохраняли все время старые урлы, заботились о том, чтобы странички категорий у них индексировались. Некоторые странички они поправят, как я сказал, в будущем. И следили за тем, чтобы контент у них на сайт писали не мусорные копирайтеры, которые берут за килограмм символов, а писали специалисты, которые пишут пусть тоже за килограмм символов, но очень качественно. Качество контента розетка выбрала в приоритет угла. И это будет заметно дальше. Но самое главное, что сделала розетка к этому времени, когда она пришла к этим показателям, мы видим огромное количество ссылок, да, которые были на них сделаны. Я ни слова не скажу про их качество, потому что это грязный краудмаркетинг, грязнейший, иногда естественный краудмаркетинг, когда люди обсуждали цены на те или иные товары. Там просто форумов тьма. Количество ссылок, которые находятся вот в этом сегменте, этих доменов, там просто можно сломать голову. Их действительно много. Следующее, о чем я хочу поговорить, что делала розетка. Розетка фактически создала соцсеть вокруг своих товаров. Что это значит? Это значит, что у них была карточка товаров, и на ней были отзывы. Отзывы, которые оставляли люди. И карточки товаров, на которых есть много отзывов, не удалены до сих пор. Я решил проверить, да, у некоторых удалены, но те, которые не удалены, они очень любопытны. Они любопытны тем, что они до сих пор приносят трафик и ранжируются, и к ним как бы у меня нет никаких претензий. То есть, если у вас за годы работы карточка товаров до сих пор собирает трафик в силу качественного контента, огромного количества отзывов, огромное количество там взаимодействий, ссылок даже на эту карточку товаров, ее не нужно удалять. И розетка этому учит, и для этого не нужно платить каким-то SEO-специалистам. Это можно просто посмотреть из веб-архива. Те вещи, которые, кстати, мы сейчас рассказываем, мы реализуем всем нашим клиентам. Главное только слушаться и применять. Если слушаться и применять, многие вещи будут работать и работать на вас, на ваш бизнес. Итак, давайте посмотрим. Вот мы видим черненький айфончик, да, вот с его характеристиками. Про характеристики я расскажу позже, что они тоже классно сделаны. Но карточка товаров — это реально структурная единица, такая же, как категория. То есть, если мы сказали про категории, карточка товаров сделана точно так же безупречно. Здесь есть характеристики, здесь есть описание, все это прописано, и самое главное, есть отзывы. То есть вот описание карточки товара просто сделано шикарно.
Уникальный контент, шикарное описание, словно переведенное официальное описание с сайта Apple. И отзывы, которые есть реальные отзывы. И, что самое интересное, я зашел на эту карточку сегодня, все эти отзывы, характеристики, все оно сохранилось в нетронутом виде, даже только обновленный стиль, сделаны реально обновленные стили для карточки товаров. Товара уже нет, его попросту не существует, но даже в сегодняшнем дизайне все выглядит шикарно. Что интересное делает розетка? Она сделала так, что характеристики на карточке товаров является no-индексируемым, но с контентом follow. Это значит, что мы разрешаем Google ходить по вот этим ссылкам. Напоминаю, эти ссылки ведут на странички фильтров. Те самые фильтры, которые мы используем для отсеивания товаров. То есть, если нас интересуют телефоны с матрицей IPS, мы можем нажать, да, и посмотреть телефоны с IPS-матрицей. Пожалуйста, вот, есть такая страничка. И все эти фильтры, они уже индексируются. Но эта страничка конкретно не индексируется. Почему? Потому что контент здесь не уникален. А раз он не уникален, то я рекомендую, конечно же, его закрывать. А характеристики всегда будут не уникальны. Давайте посмотрим раздел «Отзывы». Что это значит? В разделе «Отзывы» мы можем увидеть отзывы от пользователей, начиная с 2014-2015 года. Видите, может тут от купивших, по дате. Можно отсортировать отзывы, там самые полезные, самые древние. То есть какие хочешь. И самое главное, конечно, они потом разделят отзывы и вопросы отдельно, но прелесть всех этих отзывов заключалась в том, что на них мог ответить любой другой человек. Но он мог задать вопрос, ему отвечали. Задавали вопрос, ему отвечали. То есть старые вот отзывы, там реально люди общались вот постоянно между собой. И там было реально много полезного контента. И это было еще сделано в 2012 году. То есть я вот этот заметил на айфоне в 2012 году. Именно вот такую вот особенность. Что здесь была целая соцсеть, где люди регистрировались и общались, и люди получали рейтинги, оставляли комментарии, делились ссылками на переписки, да, можно было поделиться ссылкой на конкретный комментарий, что очень было революционно в то время. И это розетка сделала. Молчу про описание, молчу про характеристики, которые закрыли от индекса, но поставили текст no-index-follow, и комментарии, которые люди устраивали целые треды, фактически превратив розетку в отдельный форум. И это станет еще одной штукой, благодаря которой розетка станет маркетплейсом. Она расширит очень сильно ассортимент всех своих категорий до огромного безумия. То есть каталогов товаров станет настолько много, что можно будет просто сломать голову, сколько категорий розетки реально существует. И мы перейдем сейчас к тем моментам, которые розетка реализовала, допустим, вот с той самой ситуацией со страничкой ноутбуки. Вот мы находились на страничке ноутбуки и посмотрим, а что же в итоге с ней станет. Вот я ее сейчас скопирую и покажу, что розетка с ней сделала. Вот мы заходим. Эта страничка теперь редиректит на обычную страничку ноутбуке. Они убили ту страничку фильтр, потому что она дублировала эту страничку. А эта страничка является более важной, и у нее URL короче. То есть она отиндексирована, follow, и здесь работают все те же самые старые фильтры, но только вот те вот фильтр версии. То есть если я, допустим, попытаюсь вбить фильтр, оно меня, скорее всего, редиректит на страничку Asus, потому что вот этого URL больше нет. Да, так и есть, потому что они всю эту страничку фильтр перередактировали на обычную базовую страничку. Таким образом, редиректы вот эти древние работают, редиректы промежуточные, которые возникли по ошибке, работают. И напоминаю, что все эти странички тоже индексируются. И у них четко прописаны заголовки, описания. Смотрите, даже есть для некоторых страничек тексты. Где-то этот текст есть. Где он есть? Конечно же, под каждой категорией. Тут есть странички с описанным полностью текстом. Нюанс в том, что розетка его закрывает, хотя мы рекомендуем не закрывать. Потому что на самом деле до дна дочитать это еще надо, но все-таки я бы его оставлял развернутым, поработал бы над стилем, сделал бы более ярким, это было бы гораздо лучше, чем то, что он сделан сереньким, блеклым и малоинтересным. Я бы его сделал бы открытым. Следующая крутая фишка, которую сделает Apple, это, конечно же, показ карточек товаров. Обращаю внимание, что раньше карточки товаров показывались попросту вертикально вниз. Они выглядели именно таким образом. Но потом они сменят эту парадигму и в 2014 году изменят дизайн показа карточек.
Всего лишь 2 года, и все карточки товаров полностью меняются в подобную классическую такую витрину, которую мы знаем от многих других интернет-магазинов. И в те годы они делают эту самую кнопочку еще 24 товара. Это та самая кнопочка, которая потом в дальнейшем будет выглядеть вот так. Она будет выводить теперь точно так же. Вот обратите внимание, это единственный момент, что это я еще до сих пор в веб-архиве. Я вернусь обратно. Пожалуйста, давайте в наш 2024 год. И, конечно же, посмотрим. Товаров, конечно же, станет побольше. Теперь их просто там можно будет показать еще. Показать еще сколько, уже непонятно, но показать еще у нас будет теперь подгрузка. И эта подгрузка, она будет работать, и останется та самая пагинация. То есть фактически проблема пагинации и каталога никуда не делась. Обратите внимание, они сделали и то, и другое. То есть и пагинацию, и кнопочку подгрузить еще. Это революционное изменение, которое повлияет потом на юзабилити, и все эту штуку будут копировать. Кто-то скопирует только кнопку и просядет по индексации. Кто-то скопирует и то, и другое, и сделает все правильно. Кто-то забудет, что эта кнопка должна срабатывать по нажатию и будет автозагрузка. И у него будет плохой user experience, потому что будет бесконечная прокрутка. Каждый будет копировать по-разному. Но именно так, как сделала розетка, это сделала правильно, максимально удобно и не вызывало никакой агрессии. Понятно, что цены и отображение карточек товаров в целом менялось, копировались друг друга, кнопочки менялись. Это все дизайн, вкусовщина и стилистика. Мне старые дизайны даже местами нравились больше, чем современные. УТП карточек товаров здесь отдельный нюанс, но мы говорим исключительно про SEO-шные трюки, а не про маркетинговые. Про маркетинговые, я думаю, расскажу в будущем. Но про SEO-шные трюки все строилось на том, что все странички товаров, заметьте, здесь нет никаких SEO-текстов, работали в том виде, как они есть. Обратите внимание, еще делался раздел с советами, как выбрать ноутбук, процессы для портативных компьютеров. Это те самые статьи, которые писались в блог, они были рядышком, они находились совсем недалеко, что было достаточно интересно. Отдельный блог с топом ноутбуков выделял отдельно, то есть что нужно было продать, висело буквально рядом со свежей скидочкой. Еще очень важная особенность розетки при разработке карточек товаров, это помимо того, что мы описали, это то, что она сделана правила, как делать карточки товаров, которые сняты с производства. Этот нюанс, на самом деле, многие разработчики не знают, как делать, и часто мне задают вопросы, что делать с карточками товаров, удалять ли из индекса, удалять ли их из выдачи, удалять ли их вообще с базы данных, чтобы была 404, либо делать редирект. Я на самом деле заметил, что розетка делает по-разному. Какие-то страницы удалены в 404, какие-то страницы удалены в 301 редирект на страничку категории, а какие-то страницы остались в том виде, как они есть. И почему это они так сделали? Очень интересный момент я обнаружил именно на страничке айфона. Они сделали кнопочку, которая фактически изменила другие айфоны. Если мы откроем сейчас, например, 15-й iPhone, то есть на 10 поколений вперед, откроем его и посмотрим, и увидим, что iPhone карточка имеет рекомендованный блок, выбор цвета, да, если теперь это уже для удобного перелинковка между другими карточками товаров, то есть мы можем сразу переходить на перелинковку другие варианты памяти, здесь все цены, здесь наличие блок, здесь вариант как купить, это вообще просто классно, просто шикарно как купить. Дополнительные услуги, которые можно сразу заказать, блок доставки в город, оплаты и гарантии. Тут все остальное, как вы видите, там блок заинтересовать, вместе с товаром покупают, описание, сделанное просто в HTML, шикарно, молодцы. Старенький iPhone имеет из всего блока только блок гарантии и вот новенький блок, которого нет на других сайтах. А он выглядит именно так. На нем есть кнопочка «Снят с производства», которая специально выглядит, чтобы ее нельзя было нажать, но она есть. И кнопочка новой модели Apple, которая, конечно же, ведет на страничку категории. То есть редиректа как бы нет. В виде редиректа вот эта кнопочка, на которую зайдет пользователь. Но для поисковой системы эта страница осталась. И она имеет трафик и имеет какое-то количество ключевых слов. Я смотрел, она ранжируется, конечно же, по запросу iPhone 5. Да, по iPhone 5 она себе прекрасно ловит трафик, собирает людей, кто загуглил, все-таки понимает, что купить его уже нельзя, и какой-то процент аудитории, может быть, захочет купить iPhone в другом месте, пожалуйста. Они ловят этот трафик.
То есть розетка сделала вот такой финт ушами непосредственно со страничкой товаров. Если вы думаете, что я буду хвалить линкбилдинг розетки, я не буду это делать. Линкбилдинг розетки это просто черная история SEO, черных серых SEOшников, где просто перемешиваю все, что угодно, какие хочешь стратегии, с какими хочешь стратегиями, и там и были и ПБН, там была просто тьма краудмаркетинга, там была тьма заказных статей. Все эти стратегии копировались другими SEOшниками, они копировали друг у друга, розетка не была их начинателем, она просто повторяла многие стратегии, и гостевые статьи, и заказные статьи, и статьи с журналистами, было все. И были ссылки, которые, кстати, в строительных материалах, ссылка была сделана непосредственно на розетку, и были обзоры фломастеров, которые были довольно сделаны очень неплохо. И это все было. Ссылочный профиль у розетки очень странный. И если его смотреть более детально, для удобства мы можем видеть только на сегодняшний момент сегодняшние ссылки. Огромное количество ссылок исчезает, удаляется. Если смотреть ссылки, которые попросту остались, не так уж и много и осталось. Да? То есть огромное количество ссылок есть, но на что обратить внимание? Розетка начала делать тот вид ссылок, за который мы можем узнать про новую стратегию, так называемый партнерский линкбилдинг. Именно розетка его начала делать. Она начала делать так называемые картинки, которые ведут на имидж. То есть вот можно было зайти на сайт и посмотреть, перейти на партнерскую ссылку. То есть если зайти, допустим, на Видекс, по идее картинка будет розетки, да. То есть какая-то картинка, которая будет переводить на магазин именно в розетке. Даже просто интересно, где найти. Вот их партнеры и партнерская ссылка вот идет на розетку. Она ведет туда. То есть фактически создав marketplace, они создали вот такие вот странички. Смотрите, она еще так лениво сделана. Результаты поиска Видекс. Под него еще даже бренд не сделали. Просто Видекс страничку сделали и все. То есть в том виде, как она есть. Вот эти брендовые запросы, они потом станут очень популярными. Но обратите внимание, есть ссылка на Приватбанке, на компанию БМР. Ну, правда, она nofollow, но все же. То есть в оплате частинами есть компания БМР, которая висит на этом розетке. Скорее всего, где-то вот здесь вот в партнерах этот БМР и затесался. Неизвестно уже на какой странице. Но именно по плате частинами, пожалуйста, вот этот магазин вот висит по этому странному запросу. То есть вот BMR Goods. И вы увидите, что таких ссылок действительно много. Если смотреть ссылочный профиль Ahrefs, то картина, как мы видим, довольно странная. Она ссылочная, мы видим не всю историю, мы видим странные пики, но огромный прирост наращивания сопровождался таким же огромным приростом отвала доменов от самого сайта. И вот хотел обратить внимание, что качество ссылочных, которые я отсматривал за многие годы, если отсортировать по first syn тех ссылок, которые остались, качество их не вызывает никакого доверия. То есть я не смог выбрать ничего, на что стоит обратить внимание из ссылочных профилей. Например, шикарные ссылки, которые делались на розетку, это яркий пример. Ссылки для ремонтов, которые вели на покупку женской обуви. Да, подготовка к помещению ремонту и купить женскую обувь, пожалуйста, вот такая ссылочка тоже была. И это факт. Ссылочный профиль не то, на что у них стоит смотреть. Но на что стоит действительно взглянуть у розетки, это то, что их трафик действительно рос очень быстро. Если взглянуть, в принципе, на те виды ссылок, которые они делали, я решил отсортировать те ссылки, которые были партнерские. И партнерские ссылки у розетки – это действительно та стратегия, которая достойна внимания. Здесь их много, очень много самых разных. И ссылки партнеров, которые я обращал внимание, когда делал запись этого видео, действительно поражает воображение. Их много. Много людей являются партнерами розетки. И розетка для этого создала очень удобные страницы у себя под каждый бренд. Бренд, который партнерится розеткой, выкладывает товары на розетке, фактически имеет свою собственную страничку на розетке, которая точно так же ранжируется. И ранжируется по этим брендовым запросам. Если обратить внимание, то брендовые запросы розетки на первых местах, если вот отсеять запросы, которые занимают первые места, то они, львиная доля, действительно приносит брендовый трафик. Просто обратите на этот момент внимание. И это бренды не только розетки, есть бренд Sensei, EcoFlow. Молчу, что у розетки вообще 2,5 миллиона трафик у этого брендового запроса.
На сегодняшний день, если резюмировать все, что сделала розетка, она умещается в то, что можно перечислить простыми постулатами. Оптимизированные карточки товаров, оптимизированные категории, хорошая SEO-шка категорий, в частности перелинковка категорий карточек товаров и перелинковка, сделанная там, где на нее люди будут кликать, а не просто созданное где попало. Это грамотно устроенный каталог, который дизайнерский, не имеет лесенок, он выглядит как классический, то есть его дизайн каталога на мобилке, на десктоп не поменялся, он выглядит очень солидно. Да, они менялись со временем. Это, конечно же, наличие мобильных приложений для устройств, для Apple и для Google устройств, для Android. Это те фишки, в которые они вложились буквально одни из первых. Это тоже хотелось бы подметить. И самое главное, то, что, чем они занимались по SEO-шке, это то, что они заставили людей гуглить розетку и заставили многие бренды сотрудничать с розеткой. Брендовый трафик отдельных брендов розетки действительно трудно переоценить. Вы можете найти по запросу Sensei, вот если вбить запрос Sensei в Гугле, вы увидите, что этот брендовый запрос приносит трафик розетки. То есть вот по запросу Sensei висит первый сайт, и потом висит там уже розетка. И она действительно ранжируется довольно на высоких местах. То есть, понятно, есть еще и другие магазины, но розетка тоже. И если посмотреть, она много таких брендов. EcoFlow, она ранжируется тоже. То есть отдельные страницы производителей, а есть просто отдельные страницы брендов, по которым они тоже ловят трафик. То есть EcoFlow, довольно популярный бренд сейчас в Украине. Обратите внимание, розетка взяла просто вторую строчку по этому запросу. Обратите внимание, она делает микроразметку, у нее используются средние отзывы. Это все классическая SEO-шка, которую вы обязаны делать. То есть базовое SEO, которое мы делаем, аудиты всем нашим клиентам, мы готовы сделать их и вам. Это все мы делаем под ключ. Поэтому я хочу сосредоточиться на том, что все, что делает розетка, здесь нет высшей математики, здесь есть только последовательность и нежелание мириться с мелочами, то есть, допустим, компромиссы с мелочами. Многие вещи они действительно делают, все, что касательно контента, у них огромное количество страниц, все эти страницы сделаны идеально, то есть на них не делается лишь бы как. Да, за 10 лет они прилично изменили все, что у них есть, а еще за последние почти 9 лет поменяли вообще все в лучшую сторону. История розетки – это история 19 лет успеха. Их миллионный трафик, именно коммерческий трафик, который постоянно рос с каждым годом, это залог того, что они действительно вкладывались в продвижение. И это сработало в долгосрочной перспективе. Если брать чисто краткосрочную перспективу, они за какой-то год вообще не достигли ничего. Посмотрите внимательно, их трафик практически за 10 лет составил около 4000 пользователей в месяц. Сегодня они собирают практически 1 миллион трафик в месяц только из Гугла. Молчу, сколько они гребут на постоянных заходах людей, которые просто уже заходят на розетку по прямой ссылке, благодаря тому, что они развили свой брендовый трафик. На этом, собственно, все. Надеюсь, я постарался все изложить по максимуму. Если у вас остались вопросы, какие моменты я упустил, пишите, конечно же, в комментариях. Все, что касательно секретов розетки, это мы реализуем в рамках технических аудитов интернет-магазинов. У нас даже есть отдельная статья на сайте, которая посвящена и успеху розетки. Простому секрету, который они реализовали у себя, в частности, структуру интернет-магазина. Именно вот этот секрет розетки расписан у нас в этой маленькой инструкции, которую можно просто зайти и почитать по ссылке. Ссылочку под видео я оставлю в описании. И здесь она рассказывает про то, как розетка создала вот эти странички фильтров, как они работают, как строится title, как строится description, как работает создание URL, как работает закрытие от индекса, как работает не закрытие от индекса. Все эти нюансы они реализовали. Если вас интересуют такие подробные для вашего интернет-магазина, напишите мне на сайте SEO Quick удобным вам способом. Все контакты на сайте SEO Quick доступны попросту в шапке сайта. Вы можете написать любым удобным способом, и я вам отвечу. На этом спасибо и буду прощаться.